Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео на разные плейлисты с видео, а также на моем сайте есть как и планетарный гороскоп на август, так и гороскоп до конца 2024 года. С переходом, кстати, к видео. Или разные транзиты, которые как Лилит в весах, или если мы говорим о Хироне, который пробудет еще в Овне достаточно долго, и это символ израненного целителя. Или транзите Юпитера в Близнецах. Это с переходом на 2025 год. Поэтому вы можете свою какую-то стратегию, тактику просчитать на пару шагов вперед. Словом, я надеюсь, вам это будет чем-то полезным. Мы идем вперед. И если мы заявили наше видео, ваше ближайшее будущее. Давайте первую карту достанем. Какой сферы жизни это может касаться? Или что для вас важно знать? Личная жизнь. Посмотрите, десятка кубков. Но это не только личная жизнь. Это вопросы, связанные с недвижимостью, могут быть, с деньгами, взаимодействие с родственниками, далекими родственниками. Или сама по себе карта радости, счастья, возможностей, хорошего настроения. Итак, что же будет у нас первая карта? Какой сферы жизни вам придется уделять больше внимания на предстоящей неделе? Или что важно знать? Чего не избежать или неожиданности сами по себе возможные? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? И дальше. Дела, работа, бизнес, основные сферы жизни. Сфера финансов, энергия, денег. Личная жизнь, как видят, энергии, карты. И карту совет достанем. Что же будет для вас важно, или кого-то карты живут своей жизнью. Действительно, личная жизнь в принципе будет важна для тех, кто один или одна. Подумайте о том, чтобы закончить свой сольный вариант. Хотя я могу предположить, что для кого-то может проиграться и вопросы, допустим, связанные с наследством. Или когда вы дом свой будете жилье делать более комфортным, когда вам приятно туда приходить, отдыхать, восстанавливать силы. Или какое-то радостное известие, которое вас наполнит вдохновением, мои дорогие. Может быть и так. Вообще карта благополучия и в целом доброй энергии на всю неделю. Чего не избежать? Карта жадины. Ну, наверное, каких-то сохранений не избежать. Сохранение по финансам. Сохранение себя самого, собственного статуса. Вообще это не неожиданности, а это когда мы хотим, наоборот, большей определенности, большей точности, ясности. Ну, когда мы рады тому, что мы где-то имеем, когда мы не готовы делиться, кстати, вот есть и такой момент. Но, в принципе, это карта якоря, поэтому если и есть какие-то как неожиданности, то, скорее всего, вы будете их оценивать через призму «а мне это нужно или нет?». Сильная позиция, как ни крути. И, видимо, вот эта карта десятки кубков, карта радости. Если приходит эта радость, хочется удержать, хочется развить. Умножить, может быть, если мы говорим о финансах, ведь и финансы тоже могут проходить. Поэтому продуманные какие-то расчетливые действия, как в неожиданностях, от вас могут быть. Чему сейчас не время? Вспоминать былое и думы. Основываться на прежнем опыте. Вспоминать какую-то грустную историю. Эта карта, я ее тоже считаю сильной позицией. Почему? Потому что тройка мечей – это израненное сердце, ситуация не новая, а та, которая приключилась раньше. Но она нас сделала сильнее. Ну, вас, наверное, мои дорогие козероги, сделал сильнее Плутон за счет своего длительного транзита за 2 десятилетия. Так вот, не время основываться на прежних методах работы, на прежних методах действий. Или думать, что вот ведь этот длительный период, как мы сказали по Плутону,
И есть такой момент, что заходит еще Плутон в ваш знак, но не на этой неделе, он пробудет там до 20 ноября. И вот как внутреннее ощущение, напоминание о пережитых событиях. Может быть, даже это где-то ваше, ну, предчувствие вот этого недолгого реверанса Плутона, где-то эмоционально вас могут возвращать некоторые события к тому, что было когда-то раньше. Но этому сейчас не время. Словом, все, что со знаком минус, то, что вас разочаровывает, или какой-то, вы даже если вспомните, к примеру, предательство или какую-то сложную личную ситуацию, этому тоже не время. Время идти вперед, время для себя открывать новые возможности, не основываться на каком-то прежнем шаблоне, так и не думать, что все вокруг враги, все люди, то есть я никогда не найду того человека, который будет любить меня. Я говорю, к примеру, если прежняя история какая-то была со знаком минус. Что помогает? События, известия, карта радости, карта скорости, карта внезапности каких-то внезапных новостей. И одновременно, пусть не в этой колоде, есть такое значение, как трансформация, когда вы набираете скорость. Поэтому какая-то активность со знаком плюс, это может быть то, чем вам нравится заниматься. Это может быть ваше хобби, творчество или какой-то план, который вы хотели бы осуществить. Самое время для мечты. Не говорить, что у меня не получится. Наоборот, самому себе сказать, у меня все получится. И здесь может что-то убыстряться. По этой карте, как ни крути, вот есть что-то на этой неделе, что вы не можете отложить на потом. И будет помогать как раз, когда вы будете вовремя принимать, ну, некоторые решения, или у вас достанет решимости куда-то отправиться. Иногда может быть внезапная поездка по этой карте или приезд человека к вам. А если и новость или какое-то событие, мы тоже должны переложить на стратегию, тактику нашей жизни и продумать, как это может отразиться на мне или как я могу сейчас с этим взаимодействовать. И не упустить время, вот есть такое значение. Это тогда помогает, потому что сегодня как будто варианты какие-то есть или возможности есть, а завтра ситуация изменится, и этого может не быть. Держите руку на пульсе. Что скрыто? Праздник, правда. Десятка кубков, тройка кубков, праздник. Может быть, конкретное торжество или, опять же, радостное известие. Есть что-то доброе, хорошее на этой неделе, мои дорогие. И даже если что-то вам тут вспомнится, вот точно этому не стоит уделять внимания. Оставить какое-то прошлое, как ситуацию, как болезненный опыт. Но это тот опыт проходит по тройке мечей, который нас не ранит. Это здоровое равнодушие. И на смену приходит праздник. Хорошая неделя, мои дорогие козероги. Позвольте себе как будто впустить эту радость в вашу жизнь. Наполниться своей собственной мечтой, новыми планами, новыми свершениями, новым взаимодействием, может быть, с людьми или каким-то новым союзом. А для тех, кто один или одна, выйдите из какой-то обособленности. И как раз для вас даже планетарно ваш Сатурн, мои дорогие, в рыбах пытается вам, ретро-Сатурн, помочь, чтобы какая-то более счастливая история вашей личной жизни была создана. Поэтому будьте внимательны. Дела, работа, бизнес. Да, получение денег. По тузу Пентаклей это могут быть начинания по части работы. Могут быть предложения какие-то по работе, когда вам могут предложить сделать какой-то, совершить проект или сделать отчет. То, чем вы прежде не занимались. И для вас это вот такие даже начинания, которые вы можете сомневаться или думать, у меня не получится. Или вот с учетом тройки мечей, может быть, когда-то вы и пытались кому-то помочь, даже если мы берем трудовую какую-то ситуацию. Вот здесь от чего-то не отказаться, потому что по тузу Пентаклей часто идет символ того, что ведь туз, он один. Это как зерно наших всходов будущих, наших будущих побед, удачи. Но зернышко мы садим на этой неделе.
Поэтому тут есть некоторая спонтанность предложения, от которого вы не должны отказаться. Использовать, ну, может быть, обстоятельства, которые будут играть вам на руку. Не подумать, что я оставлю на потом, а потом просчитаю и вот к этому приступлю, а потом этого не будет. Или, как я уже говорила, возможности какой-то не будет. Будущие успехи, они как будто начинаются на этой неделе. Или как минимум какой-то один важный пункт, может быть, в вашей работе решен за эту неделю. Кроме того, это может быть банально получение денег или какого-то документа, важного документа в разных областях жизни. Может быть и по работе, каких-то согласований, подписаний, контрактов, соглашений. Или это документ, который касается вашей личной истории. Финансы. Деньги в рост. Вообще нам говорят не совсем о том, что какая-то большая крупная сумма денег буквально приходит на этой неделе. Могут, кстати, деньги где-то и задерживаться, и тогда вы на это не влияете. Это по причинам, может быть, не срабатывают электронные системы расчета, или могут что-то тоже тормозиться, и от вас это никаким образом не зависит, но деньги к вам все равно придут. И карта говорит о том, что как раз прекрасный период, к примеру, если вы ищете дополнительные способы заработка, или вы думаете, как дополнительный доход, пассивный какой-то себе доход организовать, вот этому замечательное время, или обучиться, может быть, обрести новые навыки, которые в последующем вам дают возможность, опять же, увеличить финансы. Вот все то, что направлено в некотором новом контексте, как новые решения, свежие идеи по части заработка, по части работы, по части благоустройства. Вот здесь все со знаком плюс. Тут действительно само пространство вам будет, может быть, даже где-то помогать. Поэтому как минимум первые шаги стоит сделать. Ну а если для кого-то задерживаются банально деньги, вы их получите, ну даже если какая-то небольшая, недолгая будет пауза. Личная жизнь. Нам вообще говорят, про личную жизнь уже как бы нам все рассказали. Единственное, я бы сказала, это будет касаться для тех, кто один или одна, ведь это карта обособленности. Когда мы складываем, да, оружие, мы ничего не хотим. Нам хочется знать только правду, к примеру. И мы закрываемся где-то от мира, чтобы привести мысли в порядок. У кого-то это будет проигрываться, для кого-то мысли в порядке сейчас важны, потому что какие-то очень важные вехи события происходят. По этой карте нам говорят «отдохни» конкретно. И может быть у кого-то из вас отдых, и вы будете вместе с семьей или с любимыми людьми. Есть еще и другое напоминание. Если ты чувствуешь, козерог, недомогание, нет смысла додумывать самому. Обратись к специалисту. Есть смысл пройти обследование. Может быть, для кого-то банально пройти стоматолога. Уделить внимание словом самому себе или самой себе. Задача номер раз на этой неделе. Чтобы быть здоровым, быть любимым, быть счастливым, мои дорогие козероги. Давайте карту совет. Не упустите время, правда? Не торопитесь куда-то. Вам неспешность, в принципе, помогает. Временами будет что-то ускоряться. И вам придется быстро, может быть, принимать какие-то очень основополагающие решения, которые будут иметь продолжение на последующий период. И тогда это все равно нельзя сделать наспех. Это все равно лучше на какой-то, ну, период словно остановиться, ведь нам буквально так и показывает принцесса Жезлов. Обратите внимание, шла куда-то наша принцесса, и красный плащ, который развивается за спиной, красный, подкладка красная. В этой колоде имеют значение цвета. Это прообраз активности, действий, Марс. И вот Марс может подталкивать в спину, ну давай быстрее. Тем не менее, очень здравомыслящая наша принцесса. Зеленое платье. Значит, мы можем предположить, действительно, вопросы денежные какие-то могут быть, когда спешка вам не поможет. А вот достать какую-то, найти недостающую информацию – или выяснить вопрос, или просчитать для себя самого, самой на пару шагов вперед. Наша принцесса, она уже вроде как с чем-то определилась, но в последний момент останавливается, чтобы сделать правильный выбор, чтобы с чем-то не ошибиться. Поэтому где-то вам карта и говорит, если ты
В чем-то не уверен. Найди дополнительную информацию. Или найди информацию, может быть, как кто-то из людей в подобной ситуации оказывался, как они решали эти вопросы. Что-то нужно знать наверняка. Это тогда усиливает вашу позицию. Где-то в неожиданностях четверка пентаклей с учетом семерки пентаклей где-то может говорить, что некоторые паузы, они вам во благо. Может быть, как раз для того, чтобы что-то просчитать. Но и неоднозначная энергия на этой неделе. Трансформация уже какая-то запущена. Будет и другой момент, когда действовать придется быстро. У каждого по-своему или в своей сфере жизни может проиграться вот как и активность, так и некоторая пауза, как в деньгах. Ну, может быть, отчасти в документах, но все равно у вас все свершается для вашего счастья, для вашего праздника. Сейчас какой-то праздник, вы можете сомневаться, скрыт, но он обязательно состоится, мои дорогие козероги. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.